Добрый день, дорогие весы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на зиму 2025 года. Да, дорогие, привыкаем к новой цифре. Будем планировать с вами сейчас январь, февраль и март нового года. И да, ребят, это гороскоп подекадный. И я буду одинаково рассказывать информацию для весов всех трех декад. Первая декада весов – это те, кто родился в сентябре. Вторая декада, кто родился с 1 по 10 октября. И третья декада весов – это те, кто родился с 11 октября и до знака зодиака Скорпион. Ну что, готовы? Поехали! И сейчас, конечно же, именно весы чувствуют очень такое мощное глобальное напряжение. У нас в январе на небе, я бы сказала, такое одно из ежегодных событий, но тем не менее. Весам, особенно первой декады, сейчас немного сложнее, чем обычно. Вы проходите свой, я бы сказала, финальный экзамен. 12 января у нас кармические узлы меняют знак, и ось переходит с Овна весов на Рыбы Девы. Да, ребята, поэтому весы первой декады сейчас проходят такое финальное завершение своих кармических неразрешенных вопросов. Все, что вы сделаете сейчас, будет использовано вами на будущее, то есть все смыслы, которые вы несете с собой дальше. И, конечно же, скажу, что все недоделанные вопросы, вы к ним вернетесь через 9 лет. Да, то есть вот так долго будет эта история влиять на вас, так долго вы будете в ней вариться, осмысливать, то есть прошли ли вы эти задачи, свои кармические уроки или не прошли, да, но как минимум через 9 лет вы вспомните, что происходило сейчас, где сейчас не дотянули, где сейчас не доделали, или наоборот сделали совершенно не то, что вам было нужно, то есть не отказались в каких-то смыслах от своей гордыни, потому что сейчас именно весам необходимо было отказаться от всего лишнего, что мешает вам идти к развитию, к тому мощному глобальному развитию, чтобы как раз-таки становиться таким потрясающим знаком зодиака, то есть чтобы ваше солнышко горело, раскрывались новые грани вашей жизни. Особенно это касается партнерских отношений, любви и общению в публичности, в том числе работа, карьера, но именно с публичной стороны, да. Вот такой момент, и поэтому если сейчас у вас еще есть желание что-то сделать, конечно же, весь январь будет с этим настроением, и весы, конечно же, первой декады эту задачку максимально проходят сейчас. Весы второй декады, ну, ребят, у вас на данный момент времени как раз-таки Юпитер делает прекрасный трин к солнышку в ваших транзитных картах, и это момент, несмотря на то, что Юпитер сейчас ретроградный, это момент разобраться в своем росте, в своей карьере, в своей социальной реализации, да. Если же вы хотели переехать, это момент как раз-таки обдумать все за и против, принять, возможно, верное решение, потому что до 4 февраля Юпитер будет в ретроградном движении. Кстати, Юпитер еще занимается делами образования, то есть если вам необходимо для развития в своей жизни получить какое-то образование, какой-то новый навык освоить, это как раз-таки юпитерианская сфера, поэтому здесь принимайте решение еще целый месяц для того, чтобы с этим разобраться, и уже когда Юпитер развернется, стартануть в движение. Ну и весы, конечно же, третья декада. Ребята, я вам скажу, что у вас задачка сложная. Ну, конечно же, не бывает у всех так очень легко и просто, да. У вас сейчас Лилит как раз-таки вошла в третью декаду весов и делает соединение к солнышку в транзитных картах. Поэтому здесь максимально внутренние перевороты, осознание борьбы со своими страхами. То есть Лилит – это всегда наши страхи, глубокие переживания, которые мы прячем далеко-далеко и, естественно, не реализуемся как личность, потому что аспект Лилит на Солнце всегда нас тормозит и останавливает. Да?
Поэтому здесь, мои дорогие, понимайте, что необходимо сейчас вот максимально разобраться со своими страхами, потому что Лилит выходит из третьей декады весов и переходит в Скорпиона в конце марта 2025, прям в последние денечки 30 марта. И здесь, конечно же, сложная задачка у весов третьей декады. Ребят, ну не невозможно, поэтому здесь, конечно же, разбирайтесь, почему у вас нет личной жизни, достойных партнерских отношений в работе, в карьере в том числе, потому что у весов это одинаково должна быть уравновешены чаши, да, то есть личная жизнь и профессиональная сфера. И если где-то провисает, то, естественно, где-то вообще ничего нет, да, то есть пусто. Оно должно быть одинаково наполнено, одинаково должно быть утяжелено. Поэтому здесь такой мощный глобальный момент. Конечно же, у нас сейчас вот именно в данный момент времени, я бы сказала, на смене года, вот этой как раз-таки циферки с 31 декабря на 1 января у нас точная оппозиция ретроградного Марса с Плутоном. Эта история очень хорошо влияет и дает мощную силу продвижения, активности как раз-таки весам первой декады. Поэтому здесь, ребята, продвигайтесь активно, потому что Марс, Плутон – это аспект бизнесменов. Зарабатывать деньги, поднятие своей внутренней силы, внутренней мощности. Да? Поэтому здесь, конечно же, нарабатывайте вот свое движение вперед. При этом будьте аккуратны в личных отношениях, потому что в тот момент, когда ретроградный Марс поменяет знак и выйдет со Льва в Рак, это будет 6 января, здесь начнется уже такая эмоциональная составляющая. И там, где вы вспылили до этого момента, да, там, где вы не доработали, не отказались от своих каких-то таких сложных душевных моментов, вы понимаете, что вам это в жизни мешает, да, что вот где-то нужно промолчать, где-то нужно стерпеть, где-то нужно простить, где-то нужно больше понимания, да, больше заботы о близких. Постарайтесь 6 января и по 24 февраля, в тот момент, когда ретроградный Марс будет в Раке, быть максимально тактичной к своим близким. Да? Конечно же, у весов первой декады не такая сложная ситуация будет во взаимоотношении с близкими. У весов третьей декады как раз-таки будет квадратура. То есть вот эта такая мощная оппозиция будет на квадратурах к Солнцу весовском третьей декады. Поэтому, ребят, здесь скажу вам, что нужно понимать, что любые действия, которые вы скажете, да, любые ваши вот эмоциональные состояния, они будут иметь такой очень сильный вес для вашего окружения. Будьте лояльны к своему окружению, любите их и цените, потому что я знаю, что быть весами это по жизни достаточно сложно всем угодить, да, но нужно понимать, что сейчас время, которое нужно и про себя не забыть, и про других тоже, особенно если это ваши близкие, любимые, и вы хотите эти отношения сохранить. Здесь про любовь, здесь про взаимопонимание, здесь про то самое сильное и сложное и важное в жизни, на что мы очень часто не обращаем внимания. Сейчас же мы все живем в веке, когда очень важна такая материальная, финансовая составляющая, да? Но вот здесь, дорогие весы, первой и третьей декады, 100% хочу сказать, что для вас эта зима эмоций, она связана как раз-таки на том нематериальном, на том очень тонком и зыбком, что очень часто люди не берут в значение в такую очень мощную. Да? Весы второй декады, здесь, конечно же, у вас такая более глобальная, мощная цель, здесь ваше продвижение, и как минимум январь вы с этой историей разбираетесь. Но не убегаю вперед, ребят, у нас 12 января очень мощное и важное событие на небе, от которого, конечно же, очень сильно вздохнут весы первой декады. Я знаю, ребят, вы устали, но весы третьей и второй декады просто временем раньше тоже с этой историей боролись. И, как говорится, кармические узлы подкидывали задачки тоже сложные и непростые. А сейчас, да, 12 января кармические узлы меняют знак и переходят в рыбы, девы. Да, естественно, у весов первой декады закончится такой сложный кармический экзамен, что вы делали правильно, что вы делали разумно, что вы делали для людей, для себя, для близких. То есть была ли соблюдена вот эта чаша весов, да? Если же она была не соблюдена, вот баланс не был соблюден,
тогда, конечно же, ну не буду я вам говорить, что 9 лет расплаты, нет, все будет как будет, и жизнь сама расставляет приоритеты. Естественно, баланс все равно Вселенная будет сохранен, но еще раз говорю, поберегите своих близких и любимых, им, конечно же, сложно. Особенно, если вы сами не понимаете, чего вы хотите. Да, 12 января, ребят, у нас кармические узлы меняют знак, и следом за этим днем у нас 14 января полнолуние. И полнолуние, буду сразу про два этих события говорить, полнолуние можно было сказать, что оно у нас в раке, будет такое легкое, расслабленное, и классно все будет. Но на момент полнолуния у нас Луна будет в соединении с ретроградным Марсом. И эта история, она, я не скажу, что такая очень простая, она очень эмоциональная. И здесь весь вопрос в том, насколько вы справитесь с эмоциями. Сложнее всего с эмоциями будет справляться весам первой декады. Да, здесь, конечно же, зафиналивается вот эта история кармическая. Кармические узлы меняют знак, но тем не менее здесь подкатывается к северному кармическому узлу Нептун. И Нептун делает оппозицию к Солнцу весов, особенно те весы, кто родился 23, 24, 25, 26 сентября, то есть кто родился рядом с девами, да, первые 3-4 денечка, в зависимости от года, да, ребят, потому что в разные года Солнце переходит в разные дни в знак зодиака Весы. Поэтому здесь, понимаете, история будет эмоциональная. Здесь начнется такой максимально эмоциональный фон, потому что Нептун все-таки будет дотягиваться, это будет волнение, это будет депрессивное состояние. Либо же, если в вашей натальной карте на момент вашего рождения Нептун был напряженный, вы в течение жизни развили в себе вот эту силу направлять в нужное русло. То есть вы человек творческий, музыкальный, то есть у вас прекрасно работает вдохновение, вы умеете со своей ленью, апатией, депрессией прекрасно работать, вы конвертируете на вот этих эмоциях что-то, создаете такое вау. Тогда, конечно же, тогда, дорогие весы первой декады, для вас это будет прекрасный момент большого, огромного воодушевления, особенно если Нептун является управителем дома, денег или финансов, карьеры, да, тогда, конечно же, вы почувствуете подъем, начнете активно стремиться, и тогда эта зима будет для вас таки финансовым прорывом. Но здесь нужно смотреть натальные карты точечные, прогнозные, поэтому, ребят, если у вас, вы смотрите это видео и у вас возник свой персональный вопрос, оставляйте в комментариях под этим видео, но обязательно оставляйте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, потому что общий гороскоп я сейчас рассказываю, а чтобы ответить именно на ваш вопрос, я уже буду смотреть ваши данные, открывать вашу натальную транзитную карту и давать вам четкий ответ. Вот так, ребят. И да, эмоциональное полнолуние, кармические узлы меняют знаки, очень сильно эмоционально будет у весов первой декады, если вы не в ладах с Нептуном, у весов второй декады на этот момент времени, ребят, скажу, что будет такой основной момент любовных отношений. То есть здесь можете начать пылить и ругаться, причем так неосознанно в любовных отношениях. Очень сильно будет здесь на вас влиять Венера в квадрате с Юпитером ретроградным. А это когда хочется вернуться к каким-то там отношениям, которые вот они были вот такие вот на показ, которые были такие артистичные, яркие, запоминающиеся. Они были где-то, возможно, в прошлом, в них было так весело и интересно. А вы думаете, что сейчас вот ваши отношения, они перешли на уровень такого бытового общения, совсем там интереса никакого нет? Развивайте в своих отношениях вот этот интерес, потому что любые отношения, даже самые классные и публичные, не скажу вам, кстати, что во многих публичных отношениях, которые вы смотрите где-то в интернете или на картинке, что в них есть то самое, дорогие весы, что вы хотите. Во многих отношениях есть только внешняя картинка. Основные отношения и самые классные отношения, в которых есть душа, как правило, они не афишируются.
Да, потому что многие люди все-таки живут в своем вот этом мире и не хотят в него никого допускать. Поэтому здесь имейте погрешность. А у весов здесь такой есть немножко сбитый фокус. Это такая задача всей жизни вот эту историю понять. Поэтому на полнолунии и на смене кармических узлов знаков понимайте, что здесь весов второй декады может штормить. Ребят, в любовных отношениях у всех бывает, реально бывает у всех. Даже у самых прокачанных, у самых стабильных отношениях, да, осознанных, можно называть их как угодно, но в любых отношениях бывает кризис. Особенно кризис бывает перед новым ростом, да, то есть перед новой ступенькой развития. То есть если у вас в карьере намечается рост, понимайте, что, возможно, начнет штормить и в личной жизни, потому что мы все люди, и мы имеем эмоции, и это нормальная составляющая, дорогие весы второй декады. Да, весы третьей декады почувствуют, конечно же, это полнолуние и смены кармических узлов знаков. Здесь будет максимально страшно идти в развитие, максимально захочется сидеть на месте, особо ничего не делать, вот, потому что страшно меняться, страшно трансформироваться, потому что здесь еще Плутон все-таки делает квадратуру к солнышкам, да, весовским третьей декады. Но, ребят, весы третьей декады, у вас все-таки уже вот чувствуется энергия Скорпиона. Вы по жизни бизнесмены, вы по жизни активны, вас всегда притянет такая финансовая жилка, финансовая нотка, да? Эту историю нужно просто понимать и говорить себе честно, чего вы хотите от этой жизни, чего вы хотите достигнуть. Просто иметь отношения, семью, это хорошо, это правда хорошо. Но для вас еще важна и социальная реализация, потому что у вас очень много пробивной такой мощной силы. И как раз таки эта зима, начиная с январских событий на небе, начнет вас к этому, вот так вот я бы сказала, подгонять, трансформировать. Поэтому здесь Плутон, конечно же, будет такие сложные моменты вытаскивать, Лилит постоянно соприкасать со страхами. Но это не говорит о том, что вы человек плохой, нет. Это говорит о том, что просто засиделись и нужно идти в развитие. Да, это 12 и 14 января. И, конечно же, вы спросите меня, какими будут следующие 2 недели. Здесь момент такой очень важный. То есть, если вы выдерживаете, это я говорю весам 1, 2 и 3 декады, потому что у вас у всех задачки-то разные, да, у кого-то пострашнее, у кого-то нет. Я надеюсь, слово «страшно» не пугает, если вам 18+, ребят, ну, вы прекрасно понимаете, да, мы здесь все люди взрослые, если вы смотрите гороскопы, захотите заглядывать в реальное будущее, а не слушать красивые эмоциональные картинки. Вот красивые эмоциональные картинки, где каждый купит по квартире, это не у меня. У весов пока нету аспектов на покупку квартиры, что вот прям всем по квартире. Но скажу вам, в 2025 будет возможность у весов, скажу вам, 1 декады, если постараетесь и к этому придете. Ну, это я так, издалека, да, захожу, потому что если вы решили серьезно заглядывать в будущее, то тогда вы прекрасно понимаете, что не совсем возможно будет радужный прогноз, гороскоп, но астрология нужна для того, чтобы скомпенсировать те моменты неприятные, которые мы не хотим. И поэтому, собственно, я их и рассказываю, чтобы их скомпенсировать. Если я говорю слово «страшно» или «будет тяжеловато», значит, мы сейчас берем и делаем, чтобы потом не было страшно и тяжеловато. Понимаете, я к чему? Вот я такой астролог, да? Поэтому здесь, конечно же, максимально стараемся эмоционально вытягивать ситуации, которые будут в личной жизни, в работе. Кого-то будет штормить, из работы выгонять, у кого-то будет шторм в личной жизни, да? У кого-то будет внутреннее состояние негодования, как будто все идет не так, как надо. Это у весов 1 декады, как будто все идет не так, как планировали. Понимаете, возможно, оно и не должно идти, как вы планировали, и, возможно, это вообще не ваш план, а вы бьетесь о ту стену, о которой уже не нужно биться, понимаете? И это такая достаточно мощная история, которая будет закручиваться у весов вообще всех декад.
И да, 3-4 неделя января, они будут основаны на том, как будут прожиты как раз-таки 12-14 января, потому что месяц, в принципе, эмоциональный. 100% затрагивает весов, Марс, Плутон штормит очень сильно, и нереализованные амбиции у весов второй декады будут, конечно, давать о себе знать. Всплески, конечно же, в отношениях в том числе основаны на финансовой стабильности и нестабильности. И да, здесь либо 3-4 неделя будет очень классная, продуктивная, нацеленная на результат, либо же будет такой эмоциональный провал, уход в такое депрессивное состояние, полежать, пожалеть себя, погладить себя, чтобы вот как-то вот стабилизировать свое эмоциональное состояние. Я не скажу, что это плохо, это хорошо. Каждый выбирает сам, как ему нормально. Я все-таки за то, чтобы понимать, что если складывается не так, как планировали, то это временно, ребят. Это временно, все-таки процессы такие достаточно сложные. Дайте себе время осознать, почему так происходит. Почему не получилось в какой-то момент жизни эмоционально вытянуть вот эти все истории в своей жизни. И да, у нас 29 января запускается новый лунный цикл, новолуние в Водолее. И да, финальная неделя января у нас еще такое большое, мощное эмоциональное событие на небе. У нас разворачивается из ретроградного движения Уран 31 января. Он заканчивает свое ретроградное движение и начинает ускоряться. То есть еще февраль он будет идти ускоренно, так по чуть-чуть, а уже с марта начнет быстрее, и можно как можно больше градусов проходить. Конечно же, эта история очень сильно будет так вот издалека настроением таким бить весам первой декады, но больше, конечно, вы прочувствуете Уран с июля 2025 года. Ребят, кстати, кто не смотрел годовой прогноз для весов на 2025 год, в конце этого видео прикреплю. Посмотрите, спланируйте свой год. Там рассказала в каждом месяце, какие есть важные эмоциональные события и точки для того, чтобы не попасть в просак, не запланировать лишнее, не потратить, не знаю, в отношениях не спылить их, не разрушить или наоборот начать строить карьеру. Если есть время, посмотрите. И я возвращаюсь в финальная неделя января, новолуние в Водолее, прекрасное новолуние, которое очень классно будет вообще способствовать развитию и вообще ближайший месяц весам второй декады очень хорошо будет на вас действовать, влиять. Здесь, конечно, скажу, что уже весам первой декады здесь уже прям точно и четко будет Нептун в оппозиции по солнышку, я бы сказала, аспект делать. И это такое эмоционально-депрессивное состояние, такое упадническое. Здесь постарайтесь не провисать, постарайтесь не пылить, не ругаться с близкими. Это пройдет. Это пройдет. На фоне этого постарайтесь отношения не разрушать. Ну и, конечно же, Плутон. Плутон все-таки из Водолея делает прекрасно трин весам первой декады. Ребята, действуйте активно, действуйте мощно, продвигайтесь в работе, в карьере. У вас на это классный и есть такой аспект, как я всегда говорю. Всегда среди напряженных аспектов есть какой-то гармоничный для того, чтобы был вот этот баланс. Да, но при этом и с гармоничными, и с напряженными аспектами всегда это вечеринка событий, поэтому успевайте в этом ворохе движений, да, спланировать свое время и успеть сделать все. Если не получается, то так бывает. Делайте важное. И не ругайтесь, не пылите на близких. Да? Как говорится, было бы желание все успеть, и тогда все получится. Весы третьей декады в это новолуние, ребят, скажу, что для вас это новолуние будет такое достаточно активное. Если же у вас есть финансовая составляющая, такая мощная бизнес-идея, начинайте ее внедрять. Она не сразу дастся так легко, но тем не менее, уже скажу вам однозначно и четко, к концу весны 2025, даже не к концу, а середине, когда Юпитер как раз таки перейдет в третью декаду Близнецов, а это у нас, ребят, это у нас апрель, это у нас середина апреля 2025 года. Здесь, конечно же, Юпитер начнет
помогать вам двигаться вперед. Вот это социальный статус, карьера, профессия, образование в профессии, масштаб своей деятельности. Возможно, вы захотите переехать. То есть, если вы давно об этом думаете, то здесь будут силы, мощь, такая активность. Сейчас скажу, что идет такая стадия предподготовки, поэтому сделайте, постарайтесь сделать как можно больше, чтобы в апреле, после этого сложного марта, конечно же, про март еще расскажу, после сложного марта, чтобы в апреле иметь множество возможностей, потому что они вам как минимум нужны. Да, это, мои дорогие весы третьей декады, и максимально отслеживайте в себе все страхи. Страхи, которых вы варитесь. Почему не идете вперед, почему не развиваетесь, почему не берете вот этот вот масштаб. Да, масштаб вам нужен, масштаб вам необходим. И да, в апреле вы, конечно, пойдете в этот масштаб, но до этого апреля нужно прям очень много работы сделать, чтобы потом вот так вот быстренько стартануть, как мне всегда говорят: Женя, когда придет удача? Но если удача приходит к нам неподготовленными, то у нас и результат крошечный. Для этого нужно сделать очень много работы и подготовить себе такую, я бы сказала, взлетную полосу, чтобы потом реально взлетать. Да, ребят, новый лунный цикл с 29 января, 31 января из ретроградного движения выходит Уран, поэтому все дела, проекты, которые были на стопе, проекты будущего, ваше развитие, это я сейчас говорю весам первой декады, ускорится, пойдете вперед, пойдете быстро. Здесь главное принимать верные решения, быть честными. И вот работа, связанная с большими, крупными, глобальными проектами, нацеленная на будущее, на коллективное общество, да, на большие такие компании. И если вы хотите сделать что-то для людей от чистого сердца, эти проекты будут 100% залетать, они будут успешны. И пока Уран до 7 июля 2025 находится в третьей декаде Тельца, дорогие весы первой декады, действуйте, делайте как можно больше. Потом, конечно же, будет у вас еще ускорение, но потом вы почувствуете, что это что такое вообще, вау, классно, все пошло работать как надо, но для этого нужно подготовить очень много дел, да. Вот такой у нас январь. Я скажу, что, ребята, пребывать в эмоциях, конечно же, хочется посидеть, это такая слабая позиция. Я все-таки про то, чтобы понимать, что если нам хочется вот как-то немножко полениться, окей, можно полениться, дайте себе для этого времени, но если вы уже в возрасте 35+, вы прекрасно понимаете, что время хочется тратить на любимые свои вещи и дела, поэтому здесь, конечно же, понимайте, на что вы тратите свое время, и не тратьте этот единственный невосполнимый ресурс просто так, потому что все остальное это восполняется, а время его никак не восполнить. Поэтому, дорогие мои, идем дальше. У нас 4 февраля выходит из ретроградного движения Юпитер, и да, он начинает ускоряться очень быстро, идти вперед и делает прекрасный трин к солнышку, весам второй декады. И, ребята, да, здесь работа, социализация, свое ощущение в обществе, переезд, карьера, обучение, масштабная деятельность. Естественно, здесь покупки, естественно, здесь продажи, популяризация своей деятельности. Если кто-то хотел издать книгу, прекрасное для этого время. Все ваши дела пойдут вперед туда, вот куда нужно. Да? То есть все, что связано с Юпитером, будет работать как надо, как часики. Поэтому здесь, конечно же, все образовательные проекты, в том числе поездки, путешествия, уже говорила. Поэтому ускоряйтесь, делайте как можно больше. Юпитер будет в директном положении, и идти, как раз-таки делать трин к солнышку у весов второй декады. Он будет до середины апреля. Потом он, конечно же, будет делать трин весам третьей декады, то есть давать вот эту уверенность к действию, да, оптимизм. Делайте, действуйте, ребят, и все будет хорошо.
Что дальше? Идем. Меня часто спрашивают, когда можно тратить, да, какое для этого время. Ребята, скажу так, что со второй, третьей и четвертой недели февраля прекрасное время, вот эти 3 недели в феврале, для любовных отношений в том числе, для того, чтобы что-то себе купить, для смены имиджа, для смены облика, особенно если вы хотите, чтобы вас заметили, да. Венера в начале февраля переходит в знак Овна, и со второй недели захочется более активного, более интересного, я бы сказала, вот такого движения. И здесь, конечно же, ребята, понимаете, что хорошее время наступает для того, чтобы тратить, для того, чтобы покупать для себя нечто важное. И это ближе, конечно же, к середине февраля, но вторая половина второй недели февраля очень даже уже хорошо. Здесь будет такой хороший, приятный секстиль Венеры с Юпитером, благоприятный аспект для покупок, для смены имиджа, образа, особенно если вы хотите выделиться, чтобы вас заметили. Это я сейчас говорю всем весам. Прекрасное время для любовных отношений в том числе, кроме 12 февраля. 12 февраля будет такой эмоциональный день. Это полнолуние во Льве. И в этом полнолунии еще у нас Солнце и Луна будет на квадратурах Урана, да, то есть аспект, когда хочется свободы, сказать, я устал, я ухожу, меня все напрягает, но это будет сказываться, вот эта вот эмоциональная точка от зимних, я бы так сказала, состояний, которые связаны как раз-таки со сменой кармических узлов, знаков. И скажу, ребят, что это состояние уйдет. То есть здесь не надо ругаться с близкими и говорить, я устал, я ухожу, хотя очень сильно захочется. Здесь не надо бросать работу и сказать, я лучше все знаю, все самостоятельно сделаю. Конечно же, Уран очень сильно даст вот это настроение, все поменять, все начать с нуля, обнуления. Подождите один денечек. 12 февраля не давайте этим мыслям разрушить вашу жизнь. Если вы четко еще вчера понимали, что это утопия, сегодня вам захотелось все вот так перечеркнуть одним махом и сказать, начинаю все с нуля. Подождите. Да, подождите денечек, и уже 13-14 февраля все будет гораздо оптимистичнее, очень много хороших событий, аспектов складывается на небе. Прекрасное время делать покупки, менять внешний вид, но покупки должны быть благородные, покупки должны вас улучшать, отношения, которые вы будете строить в этот момент, тоже должны вас улучшать, делать лучше, эмоционально лучше, физически лучше, финансово лучше. Какой материальный аспект, нематериальный вы используете для этого. То есть вы должны в этих отношениях становиться лучше. И, естественно, самый главный баланс для весов, если вы хотите сами становиться лучше, вам нужно отдавать столько же в этих отношениях. Поэтому здесь понимаете, вот оно обязательно должен быть вот этот баланс «ты мне, я тебе» сохранен. Потому что у весов вот я и вторая половинка должно быть вот такое равновесие. Да, еще раз напоминаю, и тогда все сложится очень даже хорошо. Ребят, очень важная история в феврале с любовными отношениями. Будьте аккуратны, какие отношения вы строите в этот момент, если они начинаются. Будьте аккуратны, что вы говорите и делаете в своих отношениях. Забегаю вперед, естественно, со 2 марта у нас на небе начинается ретроградная Венера. Очень всегда влияет ретроградная Венера на весов. Ребят, ваш прямой управитель, конечно же. Поэтому все, что было в отношениях до периода ретроградной Венеры, всегда мы расхлебываем в самом периоде ретро-Венеры. Ретроградная Венера у нас будет 1,5 месяца, со 2 марта до середины апреля. Да, ребята, вот так, поэтому здесь, конечно же, понимайте, очень важный месяц февраль с любовной стороны, с эмоциональной стороны в отношениях и эмоциональной стороны в финансах. Будьте аккуратны,
на что вы тратите, чтобы потом не получилось эту историю расхлебывать. То есть здесь должно быть такой момент удачных финансовых вложений, и именно они должны быть осознанны. Если же это эмоциональные покупки, эмоциональные вложения, эмоциональные стрижки, эксперименты со своей внешностью, со своим образом, то, скорее всего, на периоде ретро-Венеры вам захочется все переделать и получится еще хуже. Почему хуже, ребят? Потому что, забегая вперед, у нас в марте, с 14 марта у нас коридор затмений на убывающем лунном цикле, с 15 марта у нас ретроградный Меркурий, все до кучи. Когда заканчивается коридор затмений 29 марта, 30 марта у нас Нептун меняет знак, переходит в знак Овна и делает оппозицию к весам первой декады. Вот здесь уже прям четкая, такая мощная, жирная, точная оппозиция, такое очень эмоциональное состояние. Ну и, конечно же, финиш, это Лилит, меняет знак, переходит с весов в Скорпион. Но здесь облегчение почувствуют весы третьей декады, что Лилит ушла, то есть на момент смены хочу сказать, что многие говорят, хорошо, вот я подожду момент, когда уйдет. Ребят, нужно максимально до этого времени уложиться со своими страхами. То есть чем больше в этот момент вы разберете своих страхов, тем взлет ваш карьерный, финансовый будет гораздо ярче, гораздо продолжительней, с большим потоком вот этих самых эмоций и состояний, которые вы хотите. Да, это март забежала вперед. И начнется, конечно же, вся эта история уже в конце февраля закручиваться. 24 февраля заканчивает ретроградное движение Марс в Раке. Он развернется и до конца апреля будет в Раке, и только потом перейдет во Льва. И 28 февраля у нас начинается новый лунный цикл. Я бы сказала, вот это самый эмоциональный лунный цикл. И если раскладывать весь лунный цикл, основываясь только на этом дне, то да, ребят, 28 февраля, новолуние у нас в Рыбах. Почувствуют ли это весы? Почувствуют. Почувствуют весы эту историю, конечно же, в марте, когда планеты перейдут, большинство из них передвинется, но больше всего эмоции догонят в апреле. Естественно, не могу не забежать вперед, потому что все, что будет происходить с нами в феврале, то есть то, как мы построим февраль, будет зависеть от этого март. И естественно, если в марте эмоций будет перебор, тогда и апрель будет смазанным. Потому что весна у нас будет очень эмоциональной. Да, ребят, весна у нас календарная начинается с 1 марта, можно это так сказать. Но астрономическая начинается с 21 марта. И я скажу, что все события, которые у нас будут накручиваться, они будут, конечно же, не с 1 марта у нас случаться, они будут у нас туда вот к коридору затмения все к концу марта стекаться, поэтому скажу я вам так, если подытожить, да, если подытожить, какое будет новолуние, последнее новолуние зимы, то оно будет, ну, естественно, весь спектр планет, Солнце, Луна, Сатурн, Меркурий, Северный кармический узел и Нептун, они находятся у нас в Рыбах. Это самый эмоциональный знак, самый эмоциональный знак. Да, Венера на этот момент в Овне, но к тому моменту, как она будет в ретроградном движении, к окончанию ее ретроградного движения в апреле, и, собственно, и ретроградный Меркурий закончит свое ретроградное движение в апреле, они откатятся уже опять снова в Рыбы. То есть соединятся с Сатурном, с Нептуном, с Северным кармическим узлом. И эта история, она, знаете, такая очень, вот хочется сказать одним словом, одной фразой. Там. Меня часто спрашивают, Жень, что такое вот мое предназначение? Я когда начинаю рассказывать, они говорят, здесь нет там одной фразы, там, построить карьеру. Я говорю, конечно, нет. Так не бывает. Но это в каких-то таких вот дешевых гороскопах бывает, да, чтобы привлечь внимание очень быстро. Но по факту в жизни это такая большая объемная картинка, когда начинаешь в ней разбираться и понимать, почему оно сейчас вот так вот это сложилось, то начинаешь сам понимать, в какие моменты в жизни можно было изменить вот эту ситуацию. И вот для того, чтобы у нас вот
март не был таким эмоциональным сложным, да, для того, чтобы не пришлось разбираться с финансовыми, кармическими долгами, да, потому что там соединятся и эмоции Нептуна, и Сатурна. Сатурн — это всегда социальный статус, карьера, финансовая составляющая, долги, вопросики по здоровью, в том числе связанные с зубами, с позвоночником, то есть такие очень сложные эмоциональные темы, да. И здесь, ребята, я скажу, что для того, чтобы эту историю очень хорошо эмоционально пройти, она не будет сложная физически, фатальная, нет, конечно. Я рассказываю этот гороскоп для тех, кто хочет жить не совсем обычной жизнью. То есть кто хочет иметь яркий спектр счастливых событий в своей жизни, да, иметь счастливую личную жизнь, работа, которая нравится, в которой раскрываются наши лучшие качества, где мы растем, где у нас любимые вторые половинки, где мы любим своих детей, своих родителей. Сейчас мне скажут, это какой-то идеальный радужный мир, его не существует, его не бывает. Ребят, бывает. Вот у меня так, я люблю свою жизнь, и я стараюсь максимально, очень сильно много вложиться. Да, конечно же, есть какие-то здесь моменты сложные, где я понимаю, что мне просто не хватает времени, и мне бы еще бы часов 6 в сутках, но самое главное — это ощущение внутренней составляющей. Быть счастливым, и для весов это задача всей жизни. Быть внутренне счастливым, не на красивую картинку на показ, да, а внутри вот это счастье иметь, потому что, ребят, ваш управитель — это Венера. Это самый красивый, счастливый знак вот этой внутренней гармонии, когда тепло идет изнутри. И это нужно понимать. И большинство вот этих событий мы, девочки и мальчики, да, должны прожить как раз-таки эмоционально. Мы должны себе разрешить ту работу, те отношения, в которых мы будем иметь тыл, но при этом в этих отношениях и будет наша слабость, наш партнер, наша вторая половинка будут реально держать вот нас вот так в руках, и мы будем рады от этого, да. То есть и в работе мы будем понимать, что это наша слабость, иметь работу, что работа для нас важна, что мы не будем так говорить: все, хочу, все бросаю, и все это не важно, но при этом нам будет это очень нравиться, то, чем мы горим, то, что мы делаем, да, мы будем с удовольствием это делать. Поэтому я всегда за это. Но для того, чтобы к этому прийти, это нужно в голове эмоционально прожить, разрешить. И у весов на эту зиму очень большая история именно эмоциональная, да, позволить себе разрешить ту жизнь, которую вы на самом деле хотите. Но для того, чтобы это сделать, нужно найти свои же ошибки и недоработки в этих моментах, в личной жизни. Почему отношения всегда разбиваются о те же самые вопросы? То есть приходит новый партнер в вашу жизнь, и вы понимаете, что опять все то же самое, опять те же грабли. Вы, например, устраиваетесь на новую работу и понимаете, что опять вы на каком-то похожем моменте останавливаетесь. И, конечно же, здесь всегда личная жизнь, личные отношения, они всегда дают такой эмоциональный подтекст. Нужно просто эту историю понимать, ребят. Да, для весов и первой, и второй, и третьей декады эта зима будет мощная, она будет сильная. И здесь нет задач невыполнимых. Я считаю, что нужно просто максимально честно понимать: да, страшно, но мне так этого хочется. Давай-ка я постараюсь, попытаюсь в этих моментах все-таки сделать больше, чем обычно, когда я сдавался. Поэтому, да, мои дорогие, я желаю вам прекрасной зимы. Пусть она будет, да, эмоциональной, но эмоции эти будут радостные и будут двигать вас вперед, и вы будете становиться лучше. Вам это очень нужно. Кармические узлы хоть и уходят с вашего знака, но еще вот это настроение будет. Лилит находится еще в весах, и, конечно же, северный кармический узел с Нептуном будут очень сильно эту историю всплывать и поднимать наверх для того, чтобы вы с ней разобрались. Любовь, отношения, карьера, социализация, финансовый успех – это все должно быть уравновешено на чашах весов, и только вы выбираете, какие эмоции использовать для достижения своих целей. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. По классике в конце актуальные ролики. Если вы их не смотрели, посмотрите, примите верное решение. А я желаю вам гармоничной и душевной зимы 2025 года. Для того, чтобы весна прошла еще ярче,
круче. И вот просто вот с тем самым взлетом, который звезды для вас и подготовили. Будьте счастливы и увидимся в следующем ролике. Пока-пока.